Этот город считается самым северным мегаполисом с населением больше 5 миллионов человек. Его часто называют Северной Венецией или Северной Пальмирой. А еще именно здесь целых 200 лет находилась столица нашей страны. Я в Санкт-Петербурге, друзья. И это жизнь своих. Если бы я родился в Санкт-Петербурге, то мог бы стать трубочистом. Кстати, сегодня эта профессия очень редкая. Стоп! Что так? Идем по ребрышкам. Как герой Достоевского мучился бы одним известным вопросом. Ну и что? Кто я теперь? Тварь дрожащая или право имею? А не, наверное, имею. Все-таки Первый канал. Мог бы жить в коммунальной квартире и посещал бы ванную комнату по расписанию. Страшненькая ванна. Вот это так прикольно. Напоминалочка, вещь, не забудь. Живи я здесь, то был бы частым гостем Эрмитажа. Людмила Михайловна, я только что головой ударился. Берегите голову, она вам еще нужна. И точно знал бы, какая рыба пахнет огурцом. Вот тут настоящий фастфуд. Какие там бургеры? Это все ни о чем. Корышка. А еще, как питерская молодежь, отправлялся в круиз по городу на альтернативном транспорте. Какая красота, Исааки. Мне кажется, Питер создан для велосипедов. Да, да. Но кем бы я ни был, рыбаком, шоколадных дел мастером, учителем или специалистом по разводу мостов, я жил бы в одном из самых красивых городов планеты, в окружении интеллигентных, творческих и отзывчивых людей. Вы шутите сейчас? Нет, вы что, мы на полном серьезе, мы как бы в этом плохо разбираемся. Ребята, вы прикольные. Идею Петра I построить на гиблых болотах город многие считали безумной. Тем не менее, его начали возводить в 1703 году. И сегодня Санкт-Петербург – это настоящая архитектурная жемчужина. Обычно русские города строились хаотично, как придется. А вот Петербург – дело другое. Город изначально планировался в строгом шахматном порядке. Ровные, пересекающиеся под прямым углом улицы, ну и, конечно же, архитектура. От пышного барокко до сдержанного классицизма. В Петербурге все необычно. Архитектура слишком красива, проспекты слишком прямые, люди слишком интеллигентные. Вроде и говорят по-русски, а понимаешь не всегда. Кура, а не курица. Греча, а не гречка. Поребрик, а не бордюр. О питерском сленге ходят легенды, и местные очень трепетно относятся к своим городским словам. Да, и, кстати, парадная, а не подъезд. Ну а сейчас я иду в гости к людям, которые не понаслышке знают еще одно городское слово. Легендарное. Коммуналка. Здравствуйте, мама. Здравствуйте. Как ваши дела, мама? Все великолепно. Закрывать? Да, безобразие. это оно прям вот так закрывается. Гаражный замочек. Прям как в Централе. После революции хозяевам роскошных особняков и квартир добровольно-принудительно предложили поделиться жилплощадью с пролетариатом. Так и появились знаменитые питерские коммунальные квартиры. Так, ну и что у нас тут есть? Сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять. У нас тут в целом живет 6. попеременно 5-6, большей частью моя, конечно. Ах ты какая. А что, вопрос какой-то? Да. Ну? Что за рыба? Это корюшка, не трогай нафиг. Она мертвая, нет? Ее сделали 2 дня назад, я проснулся от ее мерзкого аромата. Все, зашибись. Слово «коммуналка» произошло от французского «коммун», то есть «община». И моя новая знакомая Наташа – неофициальный лидер этого питерского сообщества. Нам друг с другом комфортно, поэтому все вместе живем, занимаемся совершенно разными вещами, но это нам нисколько не мешает. Не зря соседи называют ее «мамой». И я, как гость, не стал нарушать традицию. Наташ, зачем такое количество счетчиков? У вас же одна квартира. Каждая из этих комнат – это отдельное домовладение, поэтому у каждой комнате привязан отдельный счетчик. Комнаты снимают молодые и творческие ребята. Сейчас здесь живут мама Наташа, Илья, Лиза, Вова, Тёма и Дима. Тут у нас Дима обитает. Дима, привет. Дим, у тебя прям
комната очень правильной формы, потому что, мне кажется, до потолка и до конца стены примерно одинаковое расстояние. Каково тебе здесь живется? Вполне себе удобно. В коридоре. Да. Он нам все чинит. полезный персонаж. Вот зачем он нужен. Ты мне лампочку когда починишь? Такая предъява просто. Вот и так всегда, да? Да, всегда. Ужасы. Кто тут у нас обитает? Тут у нас Илюша обитает. О, Илюша. Счастливый обладатель моноколеса? Только Да, мотор есть потерялся такое слегка. дело. Я смотрю, ты очень сильно увлеченный человек, судя по количеству вещей у тебя здесь. Почему у тебя такая пустая комната? Здесь так, чисто, просто минимализм. Лиза, привет! Здравствуйте. И как долго ты уже здесь обитаешь? Около 2 лет. 2 года. Не тяжело все-таки, все время как бы в тусне с людьми и все? А мне нравится. Мы живем как большая семья. А, вы семья, значит. Да. Ну что ж, это хорошо. Я уже знаю, что Наташа – это мама. Вот, меня уже посвятили с самого начала. А кто ты, получается, тогда? А я ее дочь. О, как это мило. Почему ты решил поселиться в коммуналке? Коммуналки – это достаточно дешевое жилье. Я готов мириться с бытовыми неудобствами. Какие они здесь есть? Я ору по утрам. Трудности с водой, иногда трудности с электричеством, но как бы я сознательно на это пошел. А соседи, которые здесь постоянно обитают, ходят, забирают твою еду из холодильника, допустим? У него нет еды в холодильнике. Наташа Владимировна, не дебошир? Не дебошир. Он вообще иногда ощущение, что его здесь нет. Это самый лучший сосед на свете. Жизнь в коммуналке – это довольно оптимальная форма существования. Я готов мириться иногда с очередью в туалет. Когда в квартире на 6 человек только один санузел, живут по правилу «кто первый встал, того и тапки». Спать здесь нельзя. Были инциденты. Ванна есть, это круто. Она у Я всех бы с есть. удовольствием посмотрел на ванну. Тематические рисуночки у нас тут тоже. Краники. Страшненькая ванна. Вот это так прикольно. Напоминалочка, вещь, не забудь. Очень удобная вешалка, просто спасибо тому, кто ее повесил. У раковины крана нет, она здесь декоративная. Вот, и, собственно, у нас тут газовый котел, потому что здесь нет горячего водоснабжения централизованного. Вообще, настенные рисунки здесь повсюду. И любой гость при желании может внести свою лепту. Ну, Джоконду мне, увы, не написать. Я вот попробую примкнуть к кругу художников-примитивистов. Таким же, между прочим, Поль Гоген был. И сегодня его полотна выставлены в Эрмитаже и стоят больших денег. Надеюсь, ребята на меня ругаться не будут. У тебя самая большая комната, я правильно понимаю, да? Вот, комната 40-метровая, отхватила себе самую гигантскую. Собираются сюда все и заходят, собственно, в любое время суток. Комната мамы Наташи – сердце молодежной коммунальной общины. Именно здесь ребята чаще всего собираются за кружечкой чая. 2 газовые плиты, 3 стиралки, 2 холодильника. Друзья, это большая коммунальная семья. Последний вопрос. Куда ведет эта дверь? На черную лестницу. Да, это черная лестница, мы можем выйти во двор. Там живет прислуга, да? Нет, прислуга там не живет, но можно протиснуться. Черная лестница выглядит Не парадная. свежее, чем парадная. Кстати, а почему такие названия? Парадная. Почему нельзя сказать по-человечески подъезд? Потому что подъезд – это не по-питерски. Есть здесь парадный вход, парадная, а есть вот лестница. Лестница. Для чего вы ее используете? А мы мусор выносим. Питерская парадная – это официальный вход для хозяев и гостей. А вот черные ходы вели в знаменитые дворы-колодцы. Ими пользовались те, кто обслуживал дом. Друзья, я забрался на чердак не просто для того, чтобы вылезти на крышу и поделать красивые селфи. У меня здесь запланирована встреча с трубочистом. Я, конечно, понимаю, что сегодня эта профессия не особенно востребована, но вот раньше представить себе комфорт без этих людей было, практически невозможно. Что интересно, трубочист – это и пожарный, и электрик, и промышленный альпинист, и строитель, и все в одном лице. Можно сказать, настоящий человек-оркестр.
О, Здрасте, Евгений, Сергей здравствуй, Павлович. Евгений. Стоп, Что так? идем по ребрышкам. А, порёб. Не торопитесь. А я думал, вы как коты по крышам ходите. Коты. Это осторожность, профессионализм. Пойдемте сюда, покажу. Сейчас несколько дымоходов проверим. Сергей Курносов чистит трубы 45 лет. Он продолжает дело своих отца, деда и прадеда. А, так вот это дымоход. Да, это старые логично, бывшие вот печки, дымоходы оставались. Каналы используются теперь для продуктов сгорания газа. Вот берется вот этот грузик. Вот мы сейчас опустили. Замеряем метраж. 3, 4, 5, 6, 7. Почти 8 метров. Мы знаем этажность этажа квартиры, плюс перекрытие, чердак. Получается сажа, которая прилипла к стенкам старых дымоходов. Дальше приходит трубач в квартиру, которую вызвала. Сажа вся осыпалась. Достает вот такую ложечку. Снимает котелок. Из котелка достает мешочек. Выгребает из печки сажу. Это тогда, 100 лет назад. До появления парового отопления в Санкт-Петербурге была целая армия трубочистов. Сегодня человек в цилиндре и черном сюртуке – большая редкость. Вот вы видите черные кирпичики, да, сажи? Да-да-да. Сколько видов сажи существует? Два. Очень грязный и не очень. Почти угадали. 6 видов сажи есть. Отопление бывает на твердое топливо, дрова, уголь, там другая сажа, торф, у нас топили торфом, столяркой топили, газ появился. Вот такие виды сажи. Сергей Павлович – один из немногих в России профессиональных специалистов по дымоходам. Сегодня сколько трубочист получает? Можно получать в среднем и 30 тысяч, можно получать и 500 тысяч. 500 тысяч можно Да, получать? ежемесячно. Смотря сколько ты договоров заключишь с организациями. Можно я пойду пару селфи сделаю? Селфи только аккуратно, как я Да, вам показывал. да, я по Пройдитесь ребрам, туда, как вы говорите. Ну, вон там, видите, чаечки, это не просто они там сидят. Вот сейчас мы посмотрим. Чайки нервничают. Оно и не мудрено, потому что вот что было обнаружено на обычной питерской крыше. Гнездо! Гнездо чаек с яйцами. Мы их трогать не будем. Опа, она нападает, Смотри, какая недовольная. Смотри. Смотри, она прямо нервничает. Не волнуйся, подруга. Не будем беспокоить пернатую мамочку. Спустимся с крыши на землю. По Петербургу какие только литературные персонажи не прогуливались. И пушкинский Евгений Онегин, и толстовская Анна Каренина, и даже гоголевский Нос собственной персоной. Ну и не будем забывать про Родиона Раскольникова с топориком, за пазухой. А шел он, между прочим, вот в этот дом. Тут жила старуха-процентщица. Вообще петербуржцы народ предприимчивый. Местные научились неплохо зарабатывать на литературном наследии. И кто-то делает топоры. Правда, совершенно безопасные для старушек. Ну, если, конечно, у них нет диабета. Так, что у нас тут? Федор Михайлович, шоколадные деньги того же времени, ну и, конечно же, топор. Вообще, должен отметить, что у петербуржцев отличное чувство юмора. Ну и что? Кто я теперь? Тварь дрожащая или право имею? У петербургского шоколадье съедобные не только топоры. На шоколаде здесь буквально держатся стены. Где-то, возможно, осталось даже вот Вон у вас арматура торчит, еще да? торчит даже. Поставлю обратно, а то мало ли что, может быть, Правда? Можно я ее потрогаю? Да. Это реально? она... О, это правда шоколад?
И пахнет шоколадом. Ну, в принципе, как иначе вы могли бы ее откусить, с другой стороны? А что чаще всего люди любят покупать? Чаще всего шоколадная вообще корюшка, да. Некоторые вот бывают недовольны, потому что им подарят, они уже холодного, не пенного себе поставили, открывают, а это шоколад. А тут подстава, Что да? ж так? В Петербурге говорят, от горюшка спасает нас корюшка. А если съесть вот такую, шоколадную, то в организме начинает зашкаливать серотонин, дофамин и вообще все гормоны, которые отвечают за хорошее настроение. То есть я правильно понимаю, что вы берете реальную корюшку, да? Кладете ее в силикон, надавливаете с двух сторон. Да. Хотите попробовать? Да, конечно, хочу. Для первого раза неплохо. Круто. Готово. А теперь нам нужно ее покрасить. Пахнет какао-бобами. А настоящая должна пахнуть, как говорят, огурцами. Давайте проверим. Правда, сначала я хочу эту продегустировать. Мамма мия, великолепно. Это бренд Санкт-Петербурга. Но ем я ее с головой, всю целиком. Да, я тоже корюшку очень люблю есть с головой. Жарю, не чищу, вот прям как есть, вот, и только так. По своим вкусовым качествам корюшка, я думаю, что это рыба номер 1. Основной сезон ловли корюшки в Санкт-Петербурге – это апрель и май. В эти месяцы город буквально пропитывается огуречным запахом. Кстати сказать, огуречек – это неофициальное питерское название корюшки. Так что вот вам еще один городской сленг. Подходим к первому району промысла. А почему ей так здесь кайфово? Чего она приходит именно сюда? Это ее не рестилище, поэтому она сюда возвращается, как любая рыба, из года в год. Дмитрий Бондарюк – рыбак. Уже много лет занимается промыслом корюшки. Как думаете, сколько примерно за год корюшки съедает Петербург? Он съедает практически все, что мы ловим. 3 года назад только наше предприятие поймало порядка 350 тонн. Мы всю ее реализовали. И она вся здесь? И основная реализация – это Санкт-Петербург и Ленинградская область. Дим, расскажите, что сейчас происходит? Происходит проверка основных орудий лова. Это накопительное орудие лова. Рыба находится в живом виде. Они подрезали мережи и сейчас начинают перебирать рыбу и складывать ее непосредственно, сортировать в ящики. Сортировка происходит на 3 категории корюшки: мелкая, средняя и отборная. Вот так вот. Что сколько стоит? В этом году оптовая цена мелкой корюшки от 80 до 120 рублей. Средняя в районе 200 рублей сейчас за килограмм. Отборная, она дорогая, в районе 450, 500, 600 рублей. То есть, если большая корюшка, она сразу аж в 2 раза прыгает в цене? Ее несколько процентов всего от вылова. То есть, допустим, тонну поймали, отборки всего ящик. В чем кайф? Ловите ли вы кайф от вот этого занятия? И в чем? Конечно, если бы нам это не нравилось, то мы бы этим не занимались. Ну, а вот если описать словами, что самое прекрасное в этой работе? Как описать? Это как рыбак. Это смысл жизни, стиль жизни. Вот такой вот. Интерес, азарт. Ты подходишь к мереже, ты никогда не знаешь, что там находится. Сколько туда рыба попалась, какая там рыба. Вот это вот все, оно захватывает. В этом году путина короткая, она продлится где-то около 15 дней, но за это время рыбаки успеют выловить 120 тонн рыбы. И этого хватит, чтобы Санкт-Петербург питался корюшкой примерно 2 недели. Мне повезло.
После удачной рыбалки Дмитрий предложил отведать свежепойманную рыбу. Дима, рассказывай самый питерский рецепт. Да, приготовления ну, корешки. смотрите, мы почистили корешку. Так. Я ее чищу так, чтобы там осталась икра. То есть, получается, чуть надрезаю голову и вместе с головой удаляю внутренности. Получается такая вот рыбка вместе с икрой внутри. Внутри не... Им, правда, огурцом немного пахнет? Да, да. Скажите, вот вы пробовали корешку из других мест, скажем, аргентинскую или еще какой-нибудь? Да, конечно. Отличается ли по вкусу? Конечно, отличается, но все-таки вкуснее нашей корешки питерской ее нету. А по аргентинской корешке вообще тут рассматривать нечего. Это рыба похожа на плотву. Вот он настоящий фастфуд. Какие там бургеры? Это все ни о чем. Корешка. Ничего? Икра вообще дополнительно придает сумасшедший вкус. Очень вкусная. Очень вкусно, ребята. Очень вкусно. И, кстати, я должен отметить, что жареная корешка тоже пахнет огурцом. А все потому, что эта рыба содержит огуречный альдегид. Ну, то же самое, что содержит, собственно говоря, и огурцы. Что, закидываем еще? Да что ж нет. Нас тут много. Корешку любят все, и особенно усатые и хвостатые жители города. Я думаю, всем хорошо известно, что в Эрмитаже работают не только люди, но и коты. И вот как понять, что ты приближаешься к их месту работы? А очень просто. Первый способ — посмотреть на дверь. Видите, внизу маленькое окошечко. Так вот это для пушистых. Ну а второй способ — это специфический запах, хорошо знакомый всем кошатников. Считается, что еще Петр I взял на службу в деревянный Зимний дворец кота по кличке Василий и издал указ иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей и крыс устрашения. И веление императора исполняется по сей день. Знакомьтесь, это Жаклин, одна из самых старых кошек здесь. Говорят, что ей уже больше 20 лет. А это если перевести на человеческий век, ну, примерно эдак 140 лет. Страшно даже подумать, сколько великих произведений искусств она спасла от грызунов за свой век. Музейные подвалы тянутся более чем на 20 километров. И котам здесь вольница. Обыватель может сказать, что коты должны работать в залах. Но, друзья, экспонаты очень дорогие, поэтому в залах кошкам появляться категорически запрещено. По той же причине им запрещено появляться и в хранилище. Зато здесь, в подвале, у них абсолютная власть. Удачной охоты, товарищ! Людмила Михайловна, я только что головой ударился. Берегите голову, она вам еще нужна. Это, да, она пригодится, конечно. А вы, наверное, тоже часто головой бьетесь здесь? Каждый день. Каждый день? Какая приятная у вас работа. Легкое сотрясение мозга и приятное настроение. Нормально? Людмила Михайловна следит за тем, чтобы все усатые музейные сотрудники-крысоловы были сыты и здоровы. Ты мой умный, ты мой самый лучший кот на свете. Есть ли какое-то одно слово или емкий термин, которым вас называют в музее? Меня мои знакомые зовут Малахольной. Как это? А вот так, потому что так как я живу нараспашку для животных, таких дураков больше нет. Так жить вот для животных, вопреки себе и своему существованию. Потому что существует рабочее время, да? Угу. Я же не могу уйти, если кому-то плохо. Все, я остаюсь. Так же, как и все наши сотрудники. И просто так равнодушные люди здесь работать не могут. А у вас дома есть кошки? 3, было 4. У меня кот диабетик. Я не могу никуда уехать, потому что я ему инсулин делаю утром и вечером. Я даже в театр не могу уйти. Это я вас понимаю. У меня кот болен вирусом иммунодефицита. Вот у нас был здесь кот. Сколько протянул, кстати? Недолго. Недолго? Но мы ему поставили очень поздно диагноз. Мой уже 5-й год, и все Нет, в порядке. около года. После диагноза. Если вы будете в Питере, а может быть в нем живете, приходите в Эрмитажный кошкин дом. Здесь с радостью отдадут усатых в хорошие руки. Севочка, скажи мяу.
Эрмитаж – один из главных музеев страны. Побывать в Петербурге и не посетить его ну просто невозможно. Кроме того, здесь проходит 17-й международный форум «Диалог культур». И я должен тут быть обязательно. Здравствуйте. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить организаторов медиафорума «Диалог культур» и конкурса «Я живу в России». Мне очень приятно, что наш проект, который мы делаем уже без малого год, оказался важным и нужным для нашего общества. Сегодня в Эрмитаже нашей программе вручили награду как лучшему видеопроекту, который рассказывает о жизни в России. Это замечательная программа. Мне в этой программе нравится, что Россия разная, и она становится близкой. Благодаря вашим программам вы подошли к людям, вот, а то обычно мы все через себя, а тут, оказывается, они главные. Поздравляю вас. Все так. В 1880-м в Петербурге было зарегистрировано аж 100 велосипедистов. Но кататься по городу никто не мог, даже император, потому что лошади пугались новомодного транспорта. Зато сегодня в Питере велосипедистов никто не боится. Их здесь очень даже любят и уважают. Это первый кастом-велосипед, который был сделан ребятами из нашего клуба. Запчасти покупались на строительном рынке, трубы были вообще водопроводные. И это был очень тяжелый, монструозный велосипед. Велосипед стал историческим объектом и клубным байком. Олег Гусев – президент питерского клуба велобайкеров. Этих ребят не устраивают стандартные велики из спортивных магазинов. От этой рамы здесь нету, в принципе, ничего родного. Каждый элемент от разного велосипеда. То есть руль это от одного. Франкенштейн? Да, это, в принципе, Франкенштейн, я его так и назвал. Болтики здесь от старого советского велосипеда. Вилки были привезены с Москвы. Заднее колесо, оба мопеда, покрышка от другого велосипеда. То есть полностью собран из всего, что было. Мой любимый велосипед. А сколько весит собака и сколько весит велосипед? Одинаково, примерно по 15 килограмм. Пса никогда не укачивала? Нет, никогда не укачивала. Он с нами постоянно катается. Ездил с нами в круизы вплоть до 100 километров. И все отлично. Это тоже велосипед рама First Lady. Кстати, я всегда хотел узнать, вот рама, говорят, женская. Потому что когда девушка в юбке, так, ей нужно сесть на велосипед и слезть с него. А так как есть вот такой вот вырез, она может спокойно, покажи, делать. Очень элегантно. Да? А я правильно понимаю, что вы с Олей вместе, как бы, а? Правильно понимаете это. Что, получается, на почве велосипедов вы сошлись? Ну, мы в одной компании оказались и нашлись. Вот так-то. Понятно, подсадил, в общем. Не только на велосипед. Да, не только на велосипеды, да, подсадил. Двухколесные кони впечатляют. Участники клуба регулярно устраивают групповые заезды. Или, как они говорят, круизы по городу. Погнали! Опа! Ну что, движение нашей колонны началось. Наслаждаемся видами. Собственно, кайф. Я знаю, что многие приезжают в Питер для того, чтобы на речном трамвайчике покататься, но вы даже не представляете, насколько круто кататься в Питере на велике. Какая красота, Исааки! Мне кажется, Питер создан для велосипедов. Да, да. Давай, обгоняй, обгоняешь. Я смотрю, некоторые автомобилисты немного нервничают. Ну, час пик, вечер, все хотят домой, все куда-то торопятся. И только мы наслаждаемся жизнью. Да, темп надо небольшой, потому что все-таки у нас и дети в колонне. Поэтому поедем не торопясь.
Отдых души. Хорошая работа мне досталась. Давненько я с таким удовольствием не ездил на велосипеде. Питерские велокулибины наверняка хорошо учились в школе и на уроках труда получали одни пятерки. В Санкт-Петербурге вообще все хорошо с образованием. При Советском Союзе школа была не просто школой. Дети не только грызли гранит науки, но и обучались вполне конкретной профессии. Вместе с аттестатом выпускнику выдавалась корочка о том, что он, ну скажем, водитель грузовика или автослесарь, это для мальчиков, или секретарь-машинистка, либо швея для девочек. Советская система образования считалась одной из лучших в мире. Американский президент Джон Кеннеди даже как-то сказал: СССР выиграла космическую гонку за школьной партой. И кажется, мы потихонечку возвращаемся к золотому стандарту образования. В гимназии номер 631 по окончании 11 класса дети получают не только аттестат, но и настоящий диплом техникума. После того, как мы одели манжетку, мы подключаем аппарат. 4, 5, 6, держу. Аргентум 3 полу-4 выпадает в осадок. Работай с табличкой. В этой школе учителя особенные. Например, микробиологию дети изучают вместе с профессором кафедры генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета. Боюсь, что некоторые студенты отстают от этих школьников, к сожалению. Потому что современные школьники, которые имеют такую базу материальную, имеем в виду лабораторию, они имеют гораздо больше, даже, может быть, практики, чем в разных областях студенты. Так, твоя задача — разобрать их по цвету. Я думал, что биология мне будет особо не интересна, но в 10 классе я полностью погрузился в этот предмет с помощью нашей лаборатории. Я начал делать различные исследования. Редко в какой школе есть современная лаборатория молекулярной биологии и биотехнологии. А здесь она есть. Наша гимназия, являясь гуманитарной, тем не менее, выпускает лаборантов-микробиологов, людей, имеющих профессию в руках. После получения аттестата и диплома лаборанта выпускники могут сразу же идти работать по специальности, а могут продолжить учебу в университете. Я уже студентка Санкт-Петербургского государственного университета лечебного дела. Окончила 631-ю гимназию. Сейчас нас, студентов, привлекают помогать нашим братьям младшим. Друзья, я сейчас на уроке 3 класса, но вы никогда не догадаетесь, по какому предмету. По философии. И ребята сейчас обсуждают, что такое счастье. Получение знаний. Это, мне кажется, и есть счастье. Можно путешествовать с родными или с друзьями, и это тоже есть счастье. Счастье заключается в том, когда, например, ты проводишь время с близкими. А ведь все-таки хочется, для чего-то жить, для счастья. Счастье не бывает без любви, потому что тогда ты остаешься один. У тебя нет детей. Мама всегда говорит, что я ее счастье, что ее ребенок. Замечательно. Я думаю, что мама права. В петербургских школах есть не только научные лаборатории, но и современные бассейны и первоклассные спортзалы. Альберт Эйнштейн как-то сказал: если вы будете судить рыбу по способности взбираться на дерево, то она всю жизнь будет считать себя дурой. Все-таки хорошо, когда педагоги помогают раскрыть склонности ребенка еще в школе и направляют его таланты в нужное русло. Успех для меня, когда я могу достигнуть каких-то целей. Это когда ты получаешь удовольствие от того, что у тебя получается. Это то, что ты добиваешься, потому что если ты там, само что-то сделается,
то это не так действует, потому что успех – это ты добиваешься сам. Например, я занимаюсь айкидо, у меня уже желтый пояс. Успех – это как вершина, она очень важна, и если ты ее достигаешь, перед тобой ставится новая вершина, и так бесконечно. Для многих Санкт-Петербург ассоциируется исключительно с монументальной старинной архитектурой. Кругом дворцы и доходные дома. Но Питер разный. Есть и современные районы с новостройками. Посмотрим, как здесь живется горожанам. За столом питерская семья Ефимовых в полном составе. Папа Игорь, мама Елена и дети Настя, Ксюша и Олег. Санкт-Петербург – комфортный город для проживания. Хорошая инфраструктура, много всего. Уровень жизни напрямую зависит от заработной платы, но возможностей для развития очень много. Конечно, не у каждой многодетной петербургской семьи есть такая большая двухуровневая квартира. Интересно, сколько стоит здесь коммуналка? Приблизительно 10-12 тысяч. Это без электричества. В отопительный сезон, конечно, значительно дороже. Но вода по счетчику. У нас электричество, там тоже по счетчику. У нас 2 холодильника, потому что большая семья. Здесь такое все для завтраков. Настюшка очень любит пить нежирное молоко, много яиц. Дети любят вот такие всякие вкусняшки, йогурты, желе, блины. В этом холодильнике такое кастрюли, мясо. Иногда у нас бывает оливье. Сегодня вы к нам приехали, и у нас есть оливье. Все здесь играют на музыкальных инструментах. Вообще, эта творческая семья вполне могла бы организовать группу под названием «Мы из Питера». Это самый гармоничный город. Богатейшая культура, разнообразнейшая кухня. Какой свежий, бодрящий воздух. Обожаю запах своего города. Здесь воздух довольно влажный, для кожи это полезно, и для легких тоже. На одной волне. То есть я с ним на одной волне, с этим городом. Здесь есть куда выйти и что посмотреть. Здесь просто приятно гулять. Петербург входит в тройку самых красивых городов, наряду с Ленинградом и Петроградом. И тут есть коты. Одно из самых важных, по-моему. Если есть коты, то вся жизнь будет хороша. Ежегодно миллионы туристов приезжают в Питер в период навигации, чтобы посмотреть, как разводят мосты. Зрелище очень впечатляющее. Даже не верится, что этому мосту уже больше, чем 100 лет. Механики Дворцового моста в шутку, а может быть и нет, говорят, что это гигантское сооружение – настоящий живой организм. Машинное отделение – это сердце. Трубы, сосуды, мозг, пульт управления, а гидроцилиндры – мышцы. А еще они утверждают, что мост перед разводкой якобы дышит. Вот давайте с вами остановимся и прислушаемся. Слышите? А? Нет? Не, хотя это, наверное, просто машины едут. Слав, где мы? Что это? По-простому я бы сказал, в мосту. На самом деле, внутри опоры разводного пролета вот это помещение называется галерея. Галерея. Какое прекрасное питерское название. Все у вас такое аристократичное. Добрый вечер, Дворцовый мост беспокоит. У нас сегодня Пустошинский, Белобородов, Бурак, Сенцов. Владислава Сенцова в шутку называют разводных дел мастером. Он сотрудник Дворцовой переправы. Готовы к труду и обороне. Слушай, а что постоянно грохочет? Потому что ездит машина, а у них колеса какие? Круглые. А формула круга какая? Пи r квадрат
Вот этим квадратом и стучат. Дворцовый мост, внимание, готовность 5 минут. Слав, расскажи, что сейчас у нас будет происходить, к чему мы готовимся? Ровно в 1:10 в соответствии с графиком, как только разводной пролет будет свободен от посторонних, мы начинаем предварительную операцию по расклиниванию моста. Слава разрешил мне подать сигнал о том, что мост готов к разводке. Исключительно звонок, больше ничего мне не доверили. Ну, дело ответственное, как говорится. А вот этим пальцем или Да. вот этим пальцем? А каким хочешь. Главное, 2 недели после этого не мыть его. Понял, понял. Принято, начинаем. Дворцовый мост, внимание, расклиниваемся. Звоночек. Дворцовый мост, внимание, разводка. И вот оно. Можно выйти посмотреть. Никогда с этого ракурса я не видел, как поднимается Дворцовый мост, фактически главный мост в Санкт-Петербурге. Зрелище потрясающее. Приехать в Санкт-Петербург и не полюбить этот город и людей, которые здесь живут, невозможно. И я точно знаю, что вернусь сюда снова. Из плюсов, конечно, все равно это культура людей. В основном здесь люди отзывчивые и, опять же, культурно богатые. Большая часть может себе позволить тратить время не только на зарабатывание денег на жизнь, да, но и на какие-то свои личные интересы, развитие личности. Просто это люди, которые умеют смотреть вглубь себя. Можно спокойно подойти и спросить, в том числе и в 3 часа ночи, как пройти до библиотеки. Люблю тебя, Петра, творение. Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит. Это Пушкин о своем любимом Петербурге. Впрочем, практически у любого отечественного классика можно найти строчку о северной столице. Но даже если я прочту все их цитаты, я не смогу достойно описать этот город. Его нужно увидеть. Приезжайте, друзья. Это была «Жизнь своих». Увидимся на Первом.